Привет, это Навальный, и вы смотрите мое первое видео в 2019 году. Я хочу его сделать совсем другим. Весь прошлый год я действовал вам на нервы, я накручивал вас, я заставлял вас ненавидеть власть, чиновников и коррупцию. И все мои видео были: здесь дворец, этот украл, этот распилил, эти бандиты, эти мерзавцы, а вот это лжецы и лицемеры. И я вот уже чувствовал под конец года, что вы держитесь из последних сил, поэтому 2019 год мы с вами начнем с релакса. Впервые возможности фонда борьбы с коррупцией и наш квадрокоптер были использованы для того, чтобы снять очень красивое, умиротворяющее видео. Я сейчас вам включу его, а вы просто смотрите и расслабляйтесь. Но, пожалуйста, не выключайте до конца. Мы летим над итальянским озером Кома, одним из самых красивых мест на нашей планете. Ну, согласитесь, виды просто фантастические. Не случайно именно здесь приобрели себе дома такие люди, как Мадонна, Джордж Клуни, Джанни Версаче, футболист Рональдиньо, Сильвестр Сталлоне и многие другие. То, что мы видим прямо сейчас, это коммуна Минаджо. Одно из лучших мест на Комо. Она со всех сторон окружена горами, что создает свой особенный микроклимат. Посмотрите, какие замечательные дома, какая красивая архитектура. А вот из этого, например, дома на вершине холма вид должен открываться, ну, просто захватывающий дух. Можно позавидовать тому, кто там живет и, как мы видим, строит себе бассейн. О, кстати говоря, смотрите, какая прелесть. Мы видим, что на бельевой веревке висит какая-то одежда. А давайте просто из озорного любопытства приблизим и посмотрим, что же там сушит этот счастливый итальянец, наслаждающийся одним из самых красивых видов в мире. Как интересно. Какая-то форма или мундир. Давайте-ка взглянем еще ближе. Погодите-ка, да это какой-то френч, и мне кажется, я его уже где-то видел. Давайте с вами подключим систему искусственного интеллекта. О нет, боже мой, нет! No, God! No, God, please, no! No! Я честно хотел сделать вам релаксовое видео, но вместо этого мы с вами очутились в 4-й серии сериала «Пропагандисты». Отлично знаю, что вы мне сейчас хотите сказать. Алексей, ты что-то перепутал, ведь это была первая серия сериала «Пропагандисты», в которой ты уже рассказывал о недвижимости Владимира Соловьева на итальянском озере Комо. А я вам отвечаю, ну а что поделать, ребята, если вы будете смеяться, этот пламенный патриот. Патриотизм такое же естественное чувство человека, как любовь к матери. Этот фанат Путина. Но настоящая эмоция у него пробивается, когда речь идет о людях. Вот видно, насколько для него важно общение с людьми. Насколько он себя чувствует посланником людей во власти. Этот борец с оппозицией. Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять? Этот столб режима. Мне иногда кажется, что Путин пытается бороться с этим доставшимся по наследству безумным хаосом. Купил себе 2-е поместье в Италии на этом самом озере Комо, которое, очевидно, нравится ему намного больше, чем любое место на территории нашей страны.
Это поместье расположено в 11 километрах от той виллы, которую мы вам уже показывали. Оно состоит из 2 домов на земельном участке в 37 соток. У Владимира Рудольфовича здесь есть основной дом, площадь которого без учета балкона и веранды почти 300 квадратных метров. И в нем, согласно выписке, 14 помещений, 5 спален, 5 ванных комнат, гостиная, кухня, прихожая, бойлерная и кладовка. Есть еще гостевой дом площадью 90 квадратных метров. Там есть 3 комнаты, 2 душевые, подвал и крытая веранда. Как вы видите, во втором итальянском поместье Соловьева идет большая стройка. Верный солдат Владимира Путина строит себе открытый бассейн, как у соседей, и проводит такие общие ландшафтные работы. Интересно, что наш телепропагандист ни капельки не стесняется. Прямо на заборе поместья висит большой плакат, на котором честно указано имя Владимир Соловьев. Ну, а в принципе, что тут стесняться, если в договоре купли-продажи Соловьев обозначен как резидент, местный житель. Еще забавно, что в разделе «Профессия» Соловьев указывает, что он артист. Ну, не поспоришь, артист. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое себе может только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш», не надо кричать «Крым наш». Стоимость резиденции мы знаем точно, она указана в договоре. В 2013 году Владимир Рудольфович Соловьев выложил за это все 1 миллион 21 тысячу евро. После того, как он завершит строительство бассейна, вот все это великолепие можно будет оценить, наверное, в 1,5 миллиона евро или 114 миллионов рублей. Лучший борец с ленью – это жадность. Вот когда вы захотите заработать больше денег, вот с этого начнется ваше желание что-то уметь и делать лучше. Понимаете, будьте жадным. Надо быть очень жадным. Я считаю, что это просто прекрасно. Человек целыми днями рвет глотку за то, какой Путин хороший, а страны Запада ужасные. У нас было очень романтическое представление о Западе, о его морали. К сожалению, практика это не подтвердила. Объясняет нам, что не подходит нам западный образ жизни, нужен русским людям царь. Разные ценности у России, у США, у Европы. Вот вчера Украина, с одной стороны, сделала шаг навстречу к европейским ценностям, а там, проведя гей-прайд, с другой стороны, парад. Нужна твердая рука. Ничего страшного, что коррупция, ничего страшного, что бедность и нищета. Ведь сейчас сложное время, и мы должны сплотиться вокруг национального лидера. Путин очень серьезно отличается от многих президентов. Ты с ним, когда говоришь, он абсолютно включен. Это не работа, это служение. Для Путина это настолько глубокое профессиональное и эмоциональное вовлечение, что он не может позволить себе роскошь быть пессимистом. Мы ему, Соловьеву, платим огромные деньги из нашего кармана, из бюджета. Ведь он работает на федеральном телеканале. И этот дяденька, просто не моргнув глазом, скупает недвижимость на итальянском озере Комо, как будто он не пропагандист-патриот из России, а голливудская звезда. Но, кстати говоря, мы должны быть честными даже к Владимиру Соловьеву. Итальянская недвижимость – это не единственное, на что он расходует деньги. Например, недавно он потратил довольно крупную сумму на родине. 14 февраля прошлого года, в День всех влюбленных, Владимир Рудольфович решил порадовать своего самого любимого человека – себя. И приобрел новенький Майбах. Такой стоит 15 миллионов рублей. Чтобы у вас не осталось никаких сомнений, мы даже нашли инстаграм-пост компании Mercedes, где они поздравляют талантливого журналиста с покупкой и желают ему удачи на дорогах под звездой Mercedes-Benz. Хотел бы я вас всех поздравить и пожелать вам удачи под звездой Mercedes-Benz, но предполагаю, что Майбах есть только у одного зрителя этого ролика, самого Соловьева. Здрасте, Владимир Рудольфович, классно вы устроились. Помогите нам распространить это видео, чтобы каждый зритель канала «Россия» лучше понимал, кто же этот человек из телевизора, который учит его любить Родину. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.
я за Путина, Путин верит в Россию и верит в себя. И мы верим в Россию и верим в себя.